Всем привет! Вы на канале Красота и Бисер. Сегодня я вам предлагаю красивое колье сирень. Колье ажурное, можно сказать кружевное. Смотрите, как красиво ложится бисер. Если сделать такое колье в белом цвете, будет шикарное свадебное колье. Я видела такое плетение в интернете и решила тоже сплести вместе с вами. Колье плетется в два этапа. Первый этап — это выполнение цветочных столбиков, и второй этап — приплетается к ним подвеска. Если брать по сложности, то цветочные столбики не очень сложно, а с подвеской придется повальсировать с иглой. Но, как видите, усилия стоят того. На колье идет где-то 25 грамм сиреневого бисера. Если будете делать длиннее, то берите больше, грамм 30. Грамм 15 идет серебристого. И если вам понравилось это колье, присоединяйтесь и вместе выполним его. Так как колье состоит из двух частей и плетется в два этапа. Первый этап — это основная часть колье, и второй этап — к ней приплетается подвеска. Первый этап я выполнила. Я на фрагменте покажу, как он выполняется. И для этого колье я взяла бисер чешский, сиреневый, вот такой вот цвет. И для цветочков для основания я взяла китайский бисер, у меня был только такой этого цвета, и серебристый тоже китайский бисер для соединения между цветочками. Итак, приступим к первому этапу. Цветочки у нас плетутся сверху вниз и снизу вверх, и так одним рядом идет все колье. И вот для начала набираем 1 серебристая, 4 сиреневых, 1 серебристая и 9 сиреневых. Подтягиваем к концу нити весь набор, оставляя ниточку для прикрепления застежки. И делаем первый нижний цветочек. Мы иголочкой возвращаемся в первую сиреневую бисеринку перед серебристой. Вот так. И замыкаем колечко наши 9 бисерин, делая первый цветочек. Вот так. Берем серединку, розовенькую бисеринку. Вот ниточка у нас выходит с сиреневой бисеринки после серебристой с другой стороны. Мы теперь с этой стороны проводим иглу в 3 бисеринки перед серебристой и в саму серебристую. Вот так. Подтягиваем. И у нас получается первый цветочек. Вот так. Набираем 4 сиреневые бисерины. И также проходим в сиреневую бисерину перед серебристой. Набираем 1 серединку и проходим в 3 бисерины и в серебристую, последнюю или самая первая у нас была, и делаем серединку другого цветочка. У нас первый ряд цветочков готов. Для оформления горловины я вверху поставила сиреневые цветы, потому что бисер серебристый, он не круглый и немного искажает ровную линию горловины. Поэтому я поставила основной сиреневый цвет для того, чтобы красиво смотрелась горловина. Ну, можно полностью сделать, будут тогда серебристые крестики. Это уже как вы захотите. Я сделала так. Поэтому, так как у нас цветочки соединяются между собой серебристыми бисеринками,
И горловинка у меня сиреневая, поэтому следующий этап я набираю одну сиреневую, 2 серебристых. И провожу иглу, вот после серебристой одну бисерину пропускаю и в 2 сиреневых провожу иглу. Вот так. И у нас начинает оформляться верх горловинки. И теперь набираем одну серебристую, одну сиреневую, одну серебристую. И также после серебристой пропускаем одну сиреневую и в 2 проходим. Вот так. Набираем серебристая, сиреневая, серебристая, 2 сиреневых и серебристая. И теперь проводим иглу в сиреневую между 2 серебристыми, между цветочками. Вот так. Подтягиваем, и у нас получается такое соединение между цветами. И также сделаем к верхнему цветочку. Серебристая, 2 сиреневых и серебристая, 4 бисеринки. И проводим иглу в серебристую перед сиреневой вверху горловинки. Вот так. И у нас получился соединительный элемент. Переходим к следующему ряду цветов. Набираем сиреневая, серебристая и сиреневая. И проводим иглу в 2 сиреневые бисеринки. Вот так. Где у нас было соединение. И у нас оформляется сиреневая бисеринка вверху. Набираем 1 сиреневая, 1 серебристая, 1 сиреневая. И теперь проводим иголочку в 2 сиреневые бисеринки внизу. Вот так. Набираем 6 сиреневых бисерин. И проводим иглу, смотрите, в сиреневую бисеринку перед серебристой, так как мы делали в первом цветочке. Теперь берем серединку и также проводим в 3 бисеринки и в серебристую, делая серединку цветочка, закрепляем ее. Теперь смотрите, второй цветочек, у нас 4 бисеринки есть, набираем снова 4 бисеринки, так как цветочек у нас из 8 лепесточков, 4, и также проходим сиреневую бисеринку перед серебристой. Берем серединку, проходим в 3 бисеринки этого цветочка и в серебристую бисеринку вверху.
Подтягиваем, и у нас закрепляется серединка второго цветочка. Вот так. Теперь у нас соединительный ряд с серебристыми бисеринами. Я набираю одну сиреневую, 2 серебристых и пропускаю одну сиреневую бисеринку цветка, захватываю 2 бисеринки сиреневых и делаю также соединение, как мы делали перед этим. И так продолжаем плести до необходимой длины. У меня получилось 40 сантиметров и плюс застежка, где-то 41 получилось все колье. В конце я прикрепила одну часть застежки, и там, где было начало, одела иглу, тоже прикрепила застежку. И нечетное количество столбиков цветочных для того, чтобы подвеска была посередине в дальнейшем. И еще хотела обратить ваше внимание, я серединки поставила другого цвета, темно-розового. Можно ставить их того же цвета, что и сам цветок. Я вот здесь ошиблась, видите, и видно, как будет выглядеть цветочек. Тоже будет неплохо, но для того, чтобы удобнее было показывать, я специально взяла другую серединку. Так легче понимать, как идет плетение. И вот, так как плетение у нас двухстороннее, с любой стороны начинаем продолжать приплетать подвеску. Набираем на иглу 3 сиреневых бисерины и 1 серебристую. И у нас в цветочке 8 лепестков, а в последнем получилось 9 фиолетовых бисеринок сиреневых. И вот последняя внизу, в центре, она получилась 9. Вот мы в нее проводим иглу с этими бисеринами. Вот так. И оставляем кончик ниточки для того, чтобы можно было потом одеть иглу и спрятать эту нить. Набираем теперь 1 серебристую и 2 сиреневых бисеринки и проводим иглу в самую первую, видите, или она будет последняя, сиреневая из предыдущего набора. Подтягиваем, и у нас закрепляется это плетение, и получается первый элемент. Вот так. Набираем 1 серебристая, 6 сиреневых и 1 серебристая. Проводим это все к нашему плетению и проводим иглу одновременно в 2 бисеринки перед серебристой. Вот так. Подтягиваем, и у нас получается еще одна такая петелька. Набираем 5 сиреневых бисерин и проводим иглу в первую сиреневую бисеринку возле цветка, после серебристой первая. Вот так. Берем 1 серебристую бисеринку и теперь считаем 1, 2, 3, проводим ее в 4-ю из наших 5 набранных. Она получается в серединке. Набираем серебристая, 2 сиреневых, серебристая и проводим иглу в бисеринку после серебристой, вот внизу здесь в последней петельке, вот так.
Дальше набираем 1 серебристая, 2 сиреневых, 1 серебристая, сиреневая, серебристая и 2 сиреневых. Вот в таком порядке. Подводим это все к нашему плетению. И иголочкой проходим. Вот мы набирали, начинали серебристая и 2 сиреневых. Вот в 2 сиреневых перед серебристой вот так. И делаем петельку вот так. Набираем 3 сиреневые и проводим иглу в 2 сиреневые, поднимаемся вверх вот так. Набираем 5 сиреневых бисеринок и проводим иголочку. Вот у нас было 2 вместе, мы в них проходили. И проходим в бисеринку перед ними. Вот так. У нас получился цветочек. Теперь мы набираем серединку. Из 5 наших набранных 2 пропускаем. Проходим в оставшиеся 3. И опускаемся в 4-ю вниз, чтобы делать второй цветочек. У нас получилась серединочка. Делаем второй цветок. Набираем 4 сиреневых бисерины и проводим иглу в сиреневую бисеринку внизу возле серебристой. Вот так. Набираем 1 серебристую, сиреневую и серебристую. И вот у нас нить выходит из сиреневой бисеринки. Мы эту бисеринку пропускаем и следующую за ней. И поднимаемся иголочкой на 3 бисеринки вверх, вот до соединения с цветком. Вот так. И у нас отделочка с другой стороны цветочка будет. Теперь набираем серединку для этого цветка и проходим с этой стороны в бисеринку возле центральной. Вот так. И заполняем серединку второго цветочка. Теперь центральную пропускаем и с другой стороны в бисеринку от центральной проходим в 1, вторую и в 3. Вот так. И выводим нить. Это глубина нашей подвески. Мы сделали 2 цветочка, на нижнем отделочка серебристых бисерин. И теперь поднимаемся, делаем такие же завитушки к основному плетению. Для этого мы набираем серебристая, сиреневая, серебристая и поднимаемся к верхнему цветочку. Вот от серебристой бисерины у нас 2 должно вверху остаться. На 2 мы поднимаемся вверх и вот так получается. Набираем серебристая, 5 сиреневых и серебристая. Проводим это к плетению и иголочкой возвращаемся в сиреневую возле серебристой. Набираем 3 сиреневых, 1 серебристая и проводим иголочку в сиреневую между серебристыми, между цветочками. Вот так. Набираем дальше 3 сиреневые и поднимаемся теперь вверх. Проходим в 2 сиреневые после серебристой.
Набираем одну серебристую и 2 сиреневых. И проводим иглу в сиреневую бисеринку в верхней петельке после серебристой. Вот так. Набираем одна серебристая, сиреневая и серебристая. И проводим иголочку. Вот смотрите, мы начинали с первого цветочка. Один пропускаем и проводим иглу в третий цветочек, в нижнюю 9-ю среднюю бисеринку. Вот так. И дальше набираем серебристая, сиреневая, серебристая и 2 сиреневых. И проводим иглу в сиреневую бисеринку перед серебристой внизу этой петельки. Вот так. И у нас начинается новый мотив. Я проплела несколько элементов подвески и получается красивое кружево. Если вам нравится, присоединяйтесь, приглашаю, кто не подписан. Благодарю вас за поддержку и до встречи в новом видео.